Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Фриги Викинг, а.к.а. 19 сантиметров. Всем хорошего настроения. В этом видео я познакомлю вас с полноценным гайдом на Лэрда и Ивет. И да, вам не послышалось, это действительно гайд, который вы можете брать себе на вооружение, показывать его своим соклановцам для того, чтобы максимально профитно использовать данную связку. В этом видео я расскажу вам о скиллах, которые лучше всего подойдут на данную партию, о скиллах, которые возможно использовать на данной партии. Также небольшой рассказ о шмоте и, соответственно, обзорно расскажу о самих командирах, что они себя представляют, на каких аккаунтах, на каком промежутке времени данная связка в той или иной ситуации будет давать максимальный профит. В общем, в этом видео все о данной связке. Не забывай поставить лайкос, подписаться на канал, прожать колокольчик, и мы начинаем. Несколько слов о командирах. Начнем с Ивет. Ивет — командир, который мы можем купить с уровня процветания, то есть свипа. Обойдется она примерно в 15 тысяч рублей. И для игрока, который донатит в игру, в целом это командир must have, потому что мы покупаем его. Донат в 15 тысяч рублей в игре, в принципе, небольшой донат. И данный командир становится полноценным участником многих боевых действий. То есть в первом КВК, до первого КВК этот командир у вас фуловый. Этого командира вы по осколкам быстро прокачали, соответственно, он дает уже неплохой профит. Дальнейшая история с Ивет, то есть этот командир будет потихонечку угасать. Почему? Да, в принципе, все просто. Приходят новые командиры, которые сами по себе имеют гораздо больше влияния на театре боевых действий. То есть, в принципе, Ивет неплохой командир, он сбалансированный. И в первую очередь его сильная сторона в том, что она дает вам большую плотность и большую выживаемость. То есть во время первоначального ПВЕ, также во время, когда у вас еще небольшое количество отрядов на аккаунте, данный командир полноценно используется и в принципе достаточно сильный. Но с приходом других командиров, которые в принципе вносят гораздо больше дэмэджа, Ивет становится командиром, который хилит вашу пачку, но при этом не дает большого дэмэджа. Соответственно, на долгой дистанции игры Ивет будет просто перетекать в более слабые пачки. Как только вы прокачали себе, например, отряд более сильный, который действительно вносит много дэмэджа, Ивет будет уходить уже немножко на второй план. Но сказать, что этот командир бесполезен и это плохой командир, я не могу, потому что для любого аккаунта как минимум нужно будет прокачать 10 легендарных командиров, чтобы сформировать свою пятерку. Да, вы не ослышались, это долгая история, но тем не менее все к этому мы будем стремиться, как минимум к 10 голдовым командирам. И вот пока вы не докачаете себе 10-го командира, который будет сильнее, чем Ивет, в принципе, она будет иметь место быть и, соответственно, будет использоваться на любых аккаунтах. Что касается игроков, которые, в принципе, смогли себе открыть этого командира, но не вдонивают большое количество бабок в игру, она будет действительно полноценным жителем вашего аккаунта, если вы в принципе решили на старте закинуть там пару сотен баксов в игру, выкупили себе Ивет, соответственно, это будет мейн-командир, который вы будете постоянно использовать. В первую очередь она вам в ПВЕ очень сильно пригодится, потому что за счет отхила на ПВЕ юнитах она вывозит очень много. Дальше ровно такая же история, только более долгая. Соответственно, пока вы качаете себе других легендарных командиров, Ивет является мейн-командиром. Как только вы там первую пачку себе прокачали, к примеру, Луков, Артур Верданди, естественно, Ивет уже не будет таким мейновым командиром, но в принципе в связке там с фиолетовым командиром, либо с тем же самым Лэрдом, это будет очень хороший командир, который будет опять же давать вам высокую плотность, разгон контратаки, и в целом пачка Лэрд и Ивета, о которой мы сегодня будем говорить, на сегодняшний день является также полноценным жителем на всех аккаунтах. Но опять же скажу, на аккаунтах, которые качаются быстрее, Ивет начинает уходить уже на второй план, но также остается, так скажем, затычкой на многие отряды, которые будут использоваться в боевых действиях. Подведем небольшой итог. Для поля Ивет на любых аккаунтах является командиром, который долгое время будет актуальным. Вообще никак не связан этот командир с дефом или ралли. То есть только прям на самых первых стадиях, когда вы только начинаете играть в своем королевстве, там идти к центру, вот этот командир еще как-то будет применяться. Как только появится Лэр, как только появится, например, Рагнар, уже на дефе, на ралли этот командир совершенно непригодный, потому что за счет хила, в принципе, при столкновении с хорошим
дэмэдж-дилером, этот командир начинает наваливать вам большое количество тяжей. Отхиливает, вроде бы поддерживает связку, но при этом, в принципе, большого профита на данных мероприятиях давать не будет. В поле, как и сказал, работает. Плюс еще саппортит за счет того, что подхиливает отряды, которые находятся рядом, то есть союзные отряды. Небольшой экскурс по Лэрду, есть отдельное видео, где я про него много рассказывал. Очень балансный командир на стартовых, так скажем, позициях. Очень хорошо заходит, в первом КВК играется, во втором КВК тоже будет играться, думаю, полноценно. Будет менять связки, сильные стороны Лэрда. Это баланс. То есть сочетание плотности, которое он дает от щита, то есть деф присутствует у этого командира. Пики с хорошим количеством контратаки могут принимать, в принципе, частично сворм. То есть если вас бьют несколько отрядов, но они слабее от Лэрда, они могут неприятно выхватывать в связках с другими командирами. Также, в принципе, неплохое количество множителей урона по области. То есть балансный командир, использование в ралли, в дефе, в поле, на первом КВК и далее 100% имеется у этого командира. Поэтому, если вам прям интересен детальный разбор, пожалуйста, посмотрите видео на Лэрда. Обзорно в этом видео я вам рассказал. То есть балансный командир, который на многих аккаунтах будет играться годами. То есть командир, в принципе, балансный и хороший. Далее уже по самой связке. То есть связка, в принципе, сочетает в себе плотность и некий урон. Некий урон мы можем разогнать, соответственно, скиллами, которые поставим на данную связку. И это позволит нам использовать данную связку на первом КВК уж точно как мейн связку, и самое большое количество командиров в поле, которые используются на сегодняшний день в первом КВК, это, наверное, у нас Лэрд и Вет, либо же вариации Лэрда с другими командирами, например, с Рагнаром. Но это другая история, об этом мы будем говорить с вами в другом видео. Поэтому тезисно Лэрд и Вет, звездочки первого КВК, до первого КВК, соответственно, это, наверное, одна из лучших связок, потому что луки, в принципе, уже есть Артур и Верданти, но при этом качаются они, соответственно, чуть позже, приходят чуть позже в игру, соответственно, чаще всего Лэрд прокачан выше. И Вет, соответственно, зависит в прокачке от вашего кошелька, желаний и возможностей. Далее встает вопрос, во что же одеть свою пачку. Сейчас я вам покажу набор шмота, который подойдет не только на пачку Лэрд и Вет. В целом данный шмот будет подходить универсально на все пикинерские отряды. То есть если вы поставите там Сигурда с кем-нибудь, либо поставите, например, Лэрда с Рагнаром, что тоже является очень хорошей связкой для различных мероприятий. Вот данный шмот будет подходить в избранное. Все здесь я уже забилдил. Начинаем с ног. Поножны потрошителя, увеличение атаки пикинера в большом количестве, плюс скорость на марше. В аналоге особо ничего нет для того, чтобы заменить эту шмотку. В принципе, много раз говорил, что атака может быть и не самый главный стат, но если этого стата в большом проценте по сравнению с другими шмотками, то, соответственно, забираем. Далее, мастерка. Вот здесь встает вопрос, и я предложу вам на выбор две мастерки. Это, соответственно, у нас наплечники из волчьей шкуры, которые позволят нам бустануть ОЗ пикинеров, плюс дадут также скорость на марше. ОЗ является, наверное, более приоритетным статом, который можно разогнать, но здесь он у меня в аналоге. Есть также доспех ярости, который увеличивает защиту пикинеров на 7,75 и при этом еще дает нам буст на вместимость сбора. Вот касаемо этих шмоток, вот именно касаемо куртки, здесь можно, наверное, подумать, можно поварьировать. Я рассматриваю как обе шмотки весьма полезные. То есть ОЗшка, ее чуть меньше в проценте, но она чуть, наверное, важнее в данной ситуации. Касаемо доспеха ярости, здесь больше процента, плюс если вы раллийник, в принципе, вместимость сбора тоже полезный бонус. И в целом хочу сказать, что данные шмотки подойдут универсально как для поля, так и для ралли. Здесь не было смысла сделать какую-то подборку чисто на ралли, потому что пока еще шмот так сильно не выделяется. То есть нет вот одной подборки из 4 шмота, которая подойдет прям чисто на ралли. И нет подборки шмота, которая чисто подойдет для поля. Они, в принципе, пересекаются. Плюсом мы рассматриваем связку, в принципе, Ивет с Лэрдом. Как раллийную я ее рассматриваю только, так скажем, в не очень серьезных стадиях игры, потому что как только появится Рагнар, как только появится Артур с Верданди, то уже, в принципе, Ивет точно рассматривать для этих мероприятий не стоит. Далее, шапка дикаря имхо на голову, защита пикинеров 10%.
плюс ОЗшечка пикинеров 1.75. Это 100% шмотка, которую в аналоге не с чем сравнивать. И также оружие, молот из бивня, это атака пикинеров 13.25, увеличение защиты пикинеров 7.75. Имха также здесь выбирать нечего. Вот такой набор я вам рекомендую для того, чтобы поставить на связку Лэрд и Вет, либо же, соответственно, на другой отряд с пикинерами. Ну и остается нам определиться со скиллами. В первую очередь я вам расскажу про скиллы, которые подойдут лучше всего на связку Лэрд и Вет. Это так называемый первый эшелон, из которого вы выбираете свои первые скиллы на связку. В дальнейшем данные скиллы также отлично будут подходить на другие отряды. То есть, в принципе, все скиллы, наверное, кроме одного, который я порекомендую вам именно на связку Лэрд и Вет, будут универсальными. Они просто по факту лучшие в игре и, соответственно, лучше всего подойдут для того, чтобы вы выбрали их, так скажем, первым курсом для связки Лэрд и Вет. Говорим мы только про голдовые скиллы, потому что, в принципе, за скиллы считаю пока только голдовые. Из фиолетовых есть буквально несколько скиллов, которые можно выделить, но, опять же, рекомендую в первую очередь качать, да и не в первую очередь, а в целом качать только голдовые скиллы, потому что если потом будете скидывать фиолетовые, время когда-нибудь до этого дойдет, то, соответственно, будет большая потеря опыта. Для фри-то-плей аккаунтов точно это невыносимо, неприемлемо. Для донатеров тоже, в принципе, это буст в никуда. Первый скилл, который 100% нужен для боевых действий на данную связку, это поддержка щита. И это как раз-таки не универсальный скилл, а который лучше всего, наверное, подходит именно в синергию с Лэрдом. Поддержка щита даст вам деф, то есть фактор щита, будет определенная синергия с Лэрдом, соответственно, есть определенная плотность. Это вот один из скиллов, который 100% рекомендую для боевых действий на данную связку. Следующий скилл, который рекомендуется, именно рекомендуется от меня и от моей тимы, это убежище Одина. Данный скилл будет выдавать определенный фактор урона с определенной периодичностью и, соответственно, будет бустить урон от умений. Данный скилл также подойдет в будущем вообще на многие отряды. Качать его в первую очередь точно рекомендую. К этому скиллу одна из лучших связок и также один из лучших скиллов с уроном — это у нас Гера. Гера будет, соответственно, также выдавать урон, будет накидывать тикающие уроны, причем несколько видов: сожжения, отравления, кровотечения. И, соответственно, почему я сказал, хорошо подходит с Одином, потому что Один бустит урон от скиллов. В целом, это вот еще один скилл, который 100% надо качать, и потом он подойдет вам в случае смены отрядов на другие отряды. Здесь рядышком и близко, иногда урона можно даже выдать больше, иногда поменьше, но в целом тоже очень крутой скилл — это заколдованная. Заколдованная также будет выдавать тикающие уроны, в связке с Одином работает отлично, крутейший скилл, также потом заходит на другие отряды. И остается еще два скилла, которые я в первую очередь рекомендовал бы на связку Лэрд и Вет и в будущем на другие отряды. Это у нас, соответственно, месть. Месть — это уже не тикающий урон, это у нас шансовый фактор урона. Соответственно, данный скилл будет хорошо работать, ну и в целом будет работать только когда вас бьют. Если контратака проводиться не будет, соответственно, если вас не бьет ни один из отрядов, этот скилл полностью не работает. Но если он работает, данный скилл позволяет нанести, соответственно, фактор урона в 1000, да еще и по 5 отрядам. Но для этого они должны вас бить. Месть — крутой скилл. Опять же скажу, единственный минус, и опять же не минус, это определенный нюанс, то что будет работать он только если есть в бою механика контра-урона. И еще один скилл из универсальных и из крутейших, который также будет работать у нас с определенной механикой в бою, но для его активации уже нужна не контратака, как в случае с местью, а нужна просто автоатака. Соответственно, не обязательно вас должны бить, достаточно, чтобы вы вгрызлись в какую-то цель, наносили урон, и данный скилл будет активироваться. И это у нас угасающая битва. Данный скилл будет наносить меньше урона, чем месть, но при этом шанс срабатывания, в принципе, у него выше. Выше именно не в проценте, а именно в боевой механике. Потому что достаточно вам проводить обычную атаку, автоатаку, соответственно, скилл будет активироваться, цеплять он уже будет не 5 целей, а 3 цели, и, соответственно, будет выдавать урон поменьше при фулл прокачке. Но также main скилл, который универсально подойдет на любые отряды. Вот эти скиллы, которые я вам перечислил, подходят для прокачки в первую очередь, то есть не обязательно для связки
Ивет и, соответственно, Лэрд. Данные скиллы просто крутейшие в игре. Они простые, они работают часто, они наносят большее количество урона по сравнению с другими скиллами. Поэтому берем их на вооружение, выбираем, которые вам понравились или выпали на отряд Лэрд с Ивет, качаем, в дальнейшем можем варьировать их с другими отрядами. Также пройдем по скиллам, которые тоже неплохо зайдут на связку. В случае, если, например, те скиллы, которые я перечислил ранее, уже в приоритет поставить на другие отряды, можно использовать из тех, которые я перечислю сейчас. Первый скилл, атакующий щитом, это тоже скилл, который работает в механике бафа или поднятого щита, назовем это так. Развернутый отряд защищен щитом, соответственно, есть шанс нанести урон по цели. Если мы используем щит, который я озвучил вам раньше, также если мы используем данный скилл на Лэрде, то у нас есть, соответственно, активация щита от скиллов и, соответственно, есть шанс нанести урон. Поэтому данный скилл, в принципе, на Лэрда с Ивет рекомендуется, можно использовать. Следующий, условно, неплохой скилл, это у нас шанс разворота. Когда развернутый отряд получает исцеление, есть шанс немедленно нанести цели урон. Соответственно, опять же, вписывается в механику работы Ивет. Она хилится, этот скилл активируется, поэтому также использовать его рекомендую, если те скиллы, которые я перечислил ранее, либо у вас не выпали, и вы их как бы качать пока не планируете, потому что у вас их просто нет, а планируете качать то, что у вас есть, либо же, если те скиллы ушли на более приоритетные пачки. Шанс разворота тоже, в принципе, заходит. Следующий скилл, это у нас пробуждение, при исцелении снижает урон. Соответственно, в механику Ивет также заходит, хотим получить больше плотности в отряде, не имеем скиллов более приоритетных, соответственно, пробуждение тоже можно поставить на связку Лэрд Ивет. Еще один скилл, который, в принципе, считаю хорошим, это боевой гимн, также заходит на данный отряд, и данный скилл также зайдет на другие отряды. Наносит определенное количество урона раз в 9 секунд, шансом увеличит урон от пассивных умений в связке. То есть в целом также скилл универсальный, скилл с неплохим уроном в высокой прокачке. Единственное, у него остывание, то есть кулдаун это 9 секунд, срабатывать он будет не чаще. Еще один скилл, который выдает неплохое количество урона на дистанции боя, это быстрая атака. Также считаю его таким среднячком, уверенным. Скилл хороший, существует, соответственно, шанс для нанесения определенного урона и уменьшения исцеления у соперника. Данный скилл будет хорошо, соответственно, работать против отрядов также там с Ивет или отрядов, которые получают откуда-либо исцеление. Данный скилл также посерединке к мейновым не отношу, но как уверенный хороший скилл именно для отряда Ивет Лэрд и также для противостояния против хиллеров данный скилл рекомендую, является хорошим, можно качать и ставить на данный отряд. И последний скилл, который, так скажем, не из лучших, но из хороших, это благословление Фрея. За каждые 8 раундов боя развернутые войска переходят в состояние благословления на 2 секунды и, соответственно, увеличивают исцеление. Легкораненые войска также будут немедленно исцелены с фактором исцеления определенным. Данный скилл даст вам еще больше живучести. Опять же, боевые скиллы с хорошим дэмэджем я рассматриваю как более полезные, но за неимением горничной имеют дворника. Поэтому данный скилл также подойдет на связку Лэрд и Ивет. Братишки, на этом я буду заканчивать. В этом видео, в одном видео я рассказал вам полный гайд по работе со связкой Ивет и Лэрд. Я надеюсь, данное видео было для тебя полезно. Если у тебя есть какие-то замечания, либо же что ты хочешь выразить от своего мнения, можешь писать это в комментарии. Если ты хочешь, чтобы на всех командиров, на все связки были подобные видео с определенным тир-листом на скиллы, с рекомендациями использования, со шмотом, то обязательно ставь лайкос, подписывайся на канал, жми колокольчик, пиши это в комментарии, что Фриги, сделай ему, пожалуйста, гайд на вот эту связку. И я обязательно этим буду заниматься. Тебе хорошего настроения, всех обнял, скоро увидимся.